Всем привет! Сегодня на моем канале одно из самых простых и популярных холодных блюд для жаркого лета. Это обалденно вкусная и ароматная окрошка. У каждой хозяйки есть свои секреты нарезки и заправки этого освежающего летнего супа. Кто-то предпочитает окрошку на квасе, кефире, минеральной воде с добавлением отварного мяса или колбасы. Я сегодня покажу свои секреты и нюансы, которым меня научила моя мама. Ведь мамина окрошка всегда получается очень вкусной, ароматной, нежной, с ярким, пикантным, освежающим вкусом. Итак, это те продукты, которые мне понадобятся для окрошки. Вначале мелко нарезаю хороший пучок зеленого лука. Лук советую выбирать молодой и сочный. Высыпаю в глубокую миску. Добавляю пол чайной ложки соли. И немного растираю деревянной толкушкой до тех пор, пока не выделится сок. Это делается для сочности, и лук в итоге не будет плавать на поверхности готовой окрошки. Далее нужно мелко нарубить пучок свежего укропа. Из зелени я добавляю только лук и укроп. Жесткие стебли срезаю и нарезаю только веточки. Свежая сезонная зелень – обязательный компонент любой окрошки, а после растирания с солью она становится мягче, выделяет сок и отдает невероятный аромат. Далее 5 средних молодых редисок натираю на мелкой терке. Натертый редис получается намного нежнее, и в то же время он отдает больше сочности и аромата. Посмотрите, сколько выделилось свежего сока. Отправляю натертый редис вместе с соком к порубленной зелени. Мне понадобится 2 средних огурца, один из которых я также натираю на мелкой терке. Натертые овощи практически растворяются в окрошке, но при этом они делают ее более нежной, невероятно ароматной и запашистой. Второй огурец нарезаю небольшим кубиком. Окрошка особенно хороша летом, в самый разгар свежих сезонных овощей, которые отличаются своим вкусом и ароматом. Измельчаю 4 куриных яйца, которые отварила в течение 10 минут в подсоленной воде. Чтобы яйца хорошо очищались от скорлупы, сразу после варки их нужно поместить в холодную воду на несколько минут. Для измельчения можно воспользоваться яйцерезкой, а можно, как я, порубить ножом. 2 средних картофеля, отваренных в мундире, нарезаю небольшим кубиком. Чтобы во время варки не лопнула кожура, я добавляю в кастрюлю с водой немного соли. Картофель варится около 20 минут. Следите, чтобы он не переварился, иначе его будет сложно нарезать. После варки я его остужаю, подсушиваю, а после очищаю от кожуры. Остывший картофель гораздо легче нарезается. Окрошку предпочитаю делать с отварным мясом. У меня сегодня 200 граммов отварного бедра индейки, который нарезаю небольшим кубиком. Также можно добавлять отварную говядину, курицу, ну или если любите с колбасой, то можете приготовить с вареной или копченой колбасой. Но мне больше нравится отварное мясо. Мясо я закладываю в кипящую воду, солю за 5 минут до готовности. Все ингредиенты порезаны. Перекладываю их в емкость побольше. И приступаю к заправке. Окрошку сегодня буду делать на айране. Айран – это освежающий кисломолочный слабогазированный напиток, который продается в любом молочном магазине. К овощам выкладываю 3 полные столовые ложки сметаны, по 1 чайной ложке хрена и дижонской горчицы, черный молотый перец по вкусу. Больше никакие специи я не добавляю. Вливаю немного айрана, аккуратно перемешиваю. После добавления всего айрана нужно попробовать на соль и в случае необходимости посолить по вкусу. Я добавляю еще примерно пол чайной ложки соли и все хорошо перемешиваю. Чудесная, невероятно ароматная, освежающая и очень вкусная окрошка готова. Всем желаю приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, впереди будет много интересных рецептов. А сейчас небольшой анонс следующего видео. В
следующем видео я поделюсь рецептом нежного воздушного картофельного пюре. Расскажу секреты и покажу последовательность приготовления, чтобы пюре всегда получалось очень вкусным, нежным и без комочков.